Товарищи, друзья, всем большой привет! Вы смотрите «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня у нас очередное знакомство с акустическими системами, и на этот раз это будут колонки от всем нам известной компании Stag. Не теряем времени, начинаем. Итак, перед вами 4 активные системы, каждая из которых отличается не только весом и размером, но еще и низкочастотными динамиками, некоторыми характеристиками и маленько функционалом. Давайте обо всем по порядку. Колонка Stag AS8. Габариты 26 на 39 на 24 сантиметра, вес 5 килограммов. Динамик 8 дюймов, частоты 70-20 тысяч Гц, по мощи 125 постоянных, 250 пиковых Ватт. Давление по максимуму 116 дБ, кроссовер настроен на 2,5 кГц. Идем дальше. Stag AS10. Размеры колонки 30 на 47 на 26 сантиметров, вес 6 килограммов. Динамик 10 дюймов, частоты 60-20 тысяч, мощность та же, 125 на долго, 250 в пике, давление у десятки 118 дБ, кроссовер все на тех же 2,5 кГц. Теперь Stag AS12. Размеры 38 на 59 на 31 сантиметр, вес 9,5 килограммов, динамик 12 дюймов, частоты 60-20 тысяч, мощность 150 долгоиграющих, 300 пиковых. Давление по максимуму 120 дБ и все те же 2,5 кГц на кроссовере. И, наконец, Stag AS15. Размеры 42 на 68 на 36 сантиметров, вес 13 килограммов, динамик 15 дюймов, частоты 40-20 тысяч Гц, мощность 200 Вт в долгую, 400 в пике. Давление у пятнашки по максимуму 125 дБ, кроссовер традиционно на 2,5 кГц. Ну и чтобы окончательно разобраться со всеми цифрами, озвучиваю стоимость каждой системы на сегодняшний день. Внимание! Пятнашка 15 750 рублей, двенашка 14 250 рублей, десятка 11 250 рублей и, наконец, восьмерка 9690 рублей. Ну что сказать, конкурент прямо-таки серьезный для многих производителей подобного оборудования, но помимо цены нас должно еще порадовать и качество звука, чтобы можно было однозначно отметить преимущество этих стагов перед своими соперниками. Для этого мы внимательно их послушаем и в финале ролика дадим наше резюме. И кроме того, запишем какую-то одну из этих колонок и дадим послушать вам, чтобы вы хоть как-то могли иметь представление об этом стаговском звуке. Хотя понятно, что лучшим способом будет услышать это самому и в реальной жизни, но, как говорится, лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Так, к тесту чуть позже, а сейчас давайте посмотрим на спинки этих колонок. Восьмерка и десятка у нас абсолютно одинаковые. И та, и другая имеет два входных канала для подключения микрофона и какого-то звуковоспроизводящего устройства, линейный выход для передачи общего сигнала дальше, две ручки эквалайзера и встроенный USB Media Player плюс Bluetooth модуль с функцией True Wireless Stereo Pairing. Как вы понимаете, это для того, чтобы, имея вторую такую же колонку, мы с вами могли запускать музыку в стерео. Ну и точно такие же у нас одинаковые относительно друг друга колонки 12 и 15 дюймов. Наблюдаем тот же плеер с функцией TWS, те же два канала, что и у маленьких моделей, но уже с расширенными возможностями подключения, выход на разъеме XLR и порция эхо на микрофонный канал. Да, кстати, на этом же канале имеется кнопка Talk Over, и это не что иное, как функция дакинга.
То есть, как только мы начинаем говорить что-то в микрофон при играющей музыке, музыка становится тише. А это очень удобно, когда ты делаешь какие-то презентации, рекламные объявления и так далее. Все на этом. И последнее перед тестом – способы установки и транспортировки этих колонок. Все они могут устанавливаться на стандартную 35-мм стойку. Колоночки побольше имеют колеса, сами понимаете для чего. У восьмерки и десятки ручка сверху, у 12 и 15 колонок сверху и по бокам. Причем верхняя ручка у них телескопическая для удобства при движении. Ну что ж, вроде бы все рассказал, показал. Давайте слушать. Друзья, резюме будет очень коротким. Учитывая цену на эти колонки, можно сказать, что с какими-то определенными задачами они вполне нормально справятся. Единственное, что надо понимать, это список тех самых задач и не требовать от них чего-то большего. Добавлю, что 12 и особенно 15 дюймов – это звук значительно более серьезный, чем колонки 8 и 10 дюймов. Эквалайзер у всех систем – это очень хорошее дополнение в плане корректировки звука, поскольку работает он достаточно чисто и широко. Ну и, наконец, функция Talk Over в тех же 12 и 15 дюймах – это очень крутая фишка, которая не встречалась нам ранее ни в одной подобной акустической системе. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и до встречи. Ну, вот примерно все. Примерно все. Или в тестовой части показать, или не показывать. Ну, люди же знают, что такое дакинг. Знают. А если не знают, они всегда могут погуглить. Всегда могут. И образоваться немножко. По Яндексить, да.